Итак, друзья, всем привет! Сегодня у нас ролик будет посвящен украшательствам для Android магнитолы. Конкретно мы будем сегодня обсуждать логотипы для Android магнитолы. Покажем, как на различных магнитолах менять логотипы. Будет использовано 4 типа магнитол. Самые основные, самые распространенные у нас в стране, которые используются в нашем магазине. Также вам будет предоставлена ссылка на скачивание логотипов, как обычных логотипов, так и более красивых логотипов, усовершенствованных, кастомных, так сказать, логотипов. В общем, обо всем по порядку. Сейчас небольшая ремарочка. У нас в Android магнитолах, точно так же, как и в сотовых телефонах, смартфонах, используются два типа украшательств. Это логотип и загрузочная анимация. Сейчас мы с вами посмотрим, чем они у нас отличаются. Здесь у нас находится сброшено до заводских настроек самыми примитивными логотипами магнитола. Сейчас мы перезагрузим с вами и увидим. В самом начале загрузки, когда у нас магнитола загружается с нуля, у нас появляется изображение. Это изображение не двигается, это просто картинка. Вот именно эта картинка называется логотип. Сейчас она у нас, магнитола, показывает логотип, а следом за ней появляется загрузочная анимация. То есть на загрузочной анимации мы уже можем видеть какое-то движение. Про загрузочные анимации у нас есть на канале отдельный ролик. Будем мы его обновлять или нет, я пока еще не решил, потому что он до сих пор является актуальным. Все файлы там актуальные, все инструкции актуальные. А вот для логотипов решили немножко сделать обновление. И сейчас мы будем разговаривать именно про логотипы, про те картинки, которые у нас не двигаются, не про анимации. Некоторые люди их часто путают. Итак, вот наш сегодняшний ролик, это о логотипах. На всех известных магнитолах у нас вот эту вот картинку, загрузочный логотип, возможно изменить. Для этого нам нужно скачать на флешку изображение, которое мы хотим установить в виде загрузочного логотипа. И на разных моделях магнитолы условия по замене логотипа абсолютно разные. Сейчас мы с вами пройдемся по основным типам, покажем, как это делать. И специально для вас я подготовил папку с логотипами, я выложу ее в облако, сейчас мы будем ее показывать. Эту папку вы можете скачать себе, логотипы оттуда вы точно так же можете скачать себе и пользоваться любым из них, который вам понравится. Так, первая магнитола у нас это бюджетная магнитола JAK 10003. Отличается она тем, что у нее вот такой вот интерфейс в настройках. Здесь вот у нас есть заводские настройки, они нам в будущем понадобятся. Давайте для начала расскажу, что у нас в этой папке лого есть. Вы переходите по ссылке, попадаете вот в эту вот папку лого. Тут у нас, посмотрите, есть папки 2К, 910D, 7D, 1024 на 600, 1280 на 720. Во-первых, вот эти вот две папки 1024 на 600 и 1280 на 720. Тут у нас находятся стандартные логотипы вот в этих двух папках. Обычные логотипы с марками автомобилей, без всяких украшательств, без всего. Они у нас находятся в формате BMP. С поворотом есть на 270 градусов, на 180 и на 0. А если мы зайдем в папку 1280 на 720, тут у нас есть два формата PNG, BMP и логотипы на 90, на 270, на 0 и на 180. То есть, если вы ищете логотипы стандартные марки автомобиля, ничего вам больше не нужно, можете искать их вот в этих двух папках. Дальше есть вот эти вот три папки 7D, 9D и 2К. Здесь у нас логотипы 1024 на 600, тут 1280 на 720, и тут у нас логотипы находятся с 2К. Но помимо этого, в этих папках есть еще и другая папка лого. То есть, если здесь в корне папки вот это вот картинки с поворотом на 0 градусов, то в папке лого у нас эти же логотипы находятся, но уже повернутые на 90 градусов. Эта папка лого нужна для магнитол Topway. Теперь давайте для нашей первой магнитолы, она у нас бюджетная, мы заходим в папку 910D, скачиваем вот этот вот файл mycar, нажимаем скачать. Вот он здесь на нашей флешке есть уже лого, вот так выглядит эта папка mycar, вот так в ней выглядят логотипы. Здесь внутри папка лого с перевернутыми логотипами на 90 градусов. Для текущей магнитолы, которую мы сейчас рассматриваем, неважно, где эта папка будет находиться, в корне флешки, либо в другой папке, в подпапке или еще где-то, это абсолютно не важно. Важно то, что вы должны знать, где она находится, чтобы вы указали к ней путь. Итак, папку мы скачали, флешку достаем из компьютера и несем ее, вставляем в магнитолу. Итак, вот наша флешка, на ней у нас раскачаны логотипы, вставляем ее. Дальше, после того, как флешку ставили, вот она у нас определилась как новое устройство. Переходим в заводские настройки. Переходим, вводим пароль 1, 2, 3, 4. Подтвердить. И вверху у нас есть такой пункт логотип загрузки.
Если у вас этого пункта нет, заходите к нам на канал, там вводите в поиске «нет пункта логотип на Android магнитоле» и смотрите инструкцию, как сделать, чтобы этот пункт появился. Итак, заходим в пункт логотип загрузки. Тут у нас уже есть стандартные логотипы, если они вам подходят, можете устанавливать их. Либо можете нажать кнопку вот эту вот «Выбери путь». И помните, я вам говорил запомнить, где у нас находится папка с логотипами. Переходим в нее. Вот у нас папка лого. Вот тут у нас папка MyCar. И как только мы в эту папку попадаем, нажимаем ОК. Мы указали папку, из которой мы будем брать логотипы. Как видим, у нас тут появились наши логотипы. И вот, собственно, в чем суть видео. Если мы на прошлом экране видели обычные логотипы, то тут уже видим такие логотипы как бы с украшательствами. Тут есть и марки автомобилей некоторые, но также есть и другие варианты. Допустим, вот такой вариант можно выбрать, либо другой. Мы в этом видео для всех магнитол будем устанавливать вот такой вот вариант с кассетой. Сейчас мы выбрали логотип, который у нас будет установлен, нажимаем кнопку «Подтвердить». Логотип обновляется. Все, после того, как кружок пропал, логотип установлен. То есть здесь, на этой магнитоле, все просто. Вы просто должны поместить папку в любое место и потом указать путь к этой папке, и потом уже сможете выбрать логотип. Сейчас я вам показал, как установить логотип правильно. Что мы делаем дальше? Чтобы проверить, корректно ли установлен логотип, мы нажимаем кнопку Reset и смотрим. Вот у нас на заставке появилась такая кассета. Теперь давайте рассмотрим, что будет, если мы скачали изображение неправильного формата, как у нас это отобразится на магнитоле. Потому что мы должны здесь показать не только как выбрать логотип, но бывает, что человек логотип пытается установить, у него ничего не получается, что-то идет не так, показывает какие-то кракозябры, и он не понимает, в чем дело. Сейчас покажем, в чем дело. Допустим, мы заходим в логотип загрузки, и так получилось, что, допустим, мы думали, у нас разрешение экрана, вот здесь сейчас разрешение экрана 1280 на 720, мы использовали логотипы из папки MyCar. А может быть так, что у вас дисплей большой, а разрешение на экране меньше, то есть разрешение будет 1024 на 600. Сейчас мы покажем, что будет, если установить логотип, который по размеру больше. Берем логотипы 2К, нажимаем ОК. Здесь внешних отличий на них как бы нет. То есть логотипы на экране выглядят точно так же. Человек, ничего не подозревая, берет этот логотип, устанавливает. Сейчас перезагружаем магнитолу и смотрим, что у нас получилось. Логотип здесь просто не установился, он у нас показывает старый логотип. Здесь есть несколько факторов. Некоторые магнитолы прошивают логотип, любой, который вы скажете, и потом показывают клеточки какие-то, непонятные изображения, то есть нечеткое изображение. А есть магнитолы, которые видят ошибку и не ставят этот загрузочный логотип и оставляют его предыдущий, либо сбрасывают до логотипа по умолчанию. Какие еще бывают проблемы? Допустим, человек скачал какой-то логотип своего разрешения, но у него экран работает нестандартно, у нас работает экран стандартно с поворотом 0, а у него экран работает с поворотом 90. Почему это происходит? Потому что вот сейчас у нас есть планшетная ориентация экрана, а есть магнитолы, которые делают с вертикальной ориентацией экрана, то есть у нас сейчас низ находится вот здесь, а у них низ находится вот здесь. И для того, чтобы изображение было не перевернутое, они делают ориентацию экрана на 90. И логотипы для этого у нас тоже должны быть на 90. То есть вы-то этого не видите, то есть вам кажется, что изображение у вас горизонтальное, а на самом деле оно у вас вертикальное. И что происходит в таком случае? Он думает, что он у него горизонтальный, а на самом деле логотип оказывается вертикальный. Если здесь мы заходим, мы это видим, но на следующих магнитолах вы увидите, как проходит установка логотипа, вы этого не заметите. Поэтому, если у вас что-то не получается с логотипом установить, то, скорее всего, у вас либо нарушена ориентация экрана, вам нужно узнать, какая у вас ориентация экрана на самом деле, либо еще может быть такая причина, что у вас не подходит формат картинки. Какие картинки используются? Бывают используют PNG, но самое распространенное это JPG и формат BMP. Вот если на данной магнитоле без разницы, вы можете что JPG установить, что PNG установить, а вот с форматом BMP у нее, допустим, может возникнуть проблема.
Попробуйте поменять формат изображения и переустановить логотип. Итак, теперь переходим к следующей магнитоле. Этой магнитолы у нас размер 7 дюймов. И, соответственно, разрешение экрана у нас тут не 1280, а 1024 на 600. Для следующей магнитолы мы у нас используем файлы 7D, 7 дюймов. Вот здесь у нас есть такая папочка бюджет. Скачиваем ее, нажимаем здесь скачать. Далее переходим на нашу флешку. Вот она у нас так выглядит, папка бюджет на флешке. Для данной магнитолы тоже абсолютно не важно, какое у нее будет название, где она будет находиться. В корне флешки, не в корне. Важно, чтобы вы знали до нее путь. Запоминаем, где она у нас на флешке сохранена. Достаем флешку из компьютера и идем к магнитоле. Здесь на этих магнитолах все очень просто. Тут есть отдельный пункт настройки логотипа. И здесь можно выбрать лого из памяти ГУ. Выбор логотипа из файловой системы, который находится в ГУ, и выбор логотипа с флешки. Флешка у нас уже подключена. И, как я и говорил, вам нужно запомнить просто, где у вас этот логотип находится. Нажимаем сюда. Вот у нас есть папка лого. Как видим, он у нас тут показывает и логотипы с разрешением 1280. И даже если мы зайдем в папку 2К, он у нас и логотипы 2К тоже будет показывать. И, допустим, давайте посмотрим, что будет, если мы сейчас выберем логотипы из формата 2К и поставим его сюда. Перезапустим компьютер и посмотрим, что у нас сейчас будет. Вот что у нас получается. То есть эта магнитола тоже в интерфейсе для настройки логотипа не может различить, правильное изображение вы выберете или нет. То есть контроль за разрешением вы должны осуществлять сами. Мы же знаем, что у нас логотипы с размером 1024 на 600 находятся вот здесь, в папке бюджет. Мы запомнили в прошлый раз, где она находится. Вот она, наша кассета. Нажимаем ОК. Далее перезапускаем магнитолу. И смотрим, какой у нас сейчас будет логотип. Вот, пожалуйста. На этой магнитоле тоже все просто, никаких хитростей нет. Главное, подберите правильное изображение. И запомните, куда вы сохранили эту папку на флешке. Все, больше от вас ничего не требуется. Так, следующая магнитола у нас это магнитола Topway. Тут у нас есть нюансы по установке логотипа. Если мы на прошлой магнитоле использовали горизонтальный логотип, то на магнитолах Topway на 9 дюймов, на 10 дюймов и на 2К нужно логотип этот переворачивать. Итак, ранее я вам говорил, что у нас вот в этих вот папках находятся уже перевернутые логотипы для Topway. На данный момент нам нужно использовать вот эту папку 910D. Если же у нас будет магнитола 2К, то мы будем использовать логотипы из папки 2К. Но принцип там точно такой же. 7-дюймовые магнитолы Topway используется такая же папка, как и в 7D, то есть тут ничего особо менять не надо. А вот если мы используем 9-10 дюймов, либо 2К, то если мы зайдем в эту папку, в MyCar, мы заметим еще одну папку, которая называется лого. В этой папке лого уже используются перевернутые логотипы для магнитолы Topway. В папке 2К у нас точно так же есть папка лого, в которой используются логотипы для магнитолы Topway. Сейчас у нас получается 9-дюймовая магнитола. Мы заходим сюда, в MyCar, скачиваем вот эту вот папку лого и помещаем ее на флешку. Здесь у нас она на флешке находится в папке MyCar, лого, запоминаем, где она у нас находится. Так, вот мы пришли с флешкой к магнитоле, вставляем ее, заходим в настройки. Тут нам тоже нужны заводские настройки. У настроек Topway есть два пароля, 4 восьмерки, 1, 2, 3, 4, 5, 6, без разницы какой вводить. В обоих этих настройках есть пункт настройки логотипа. Заходим в него и смотрите, сейчас у меня на флешке есть как горизонтальные логотипы, так и вертикальные, специальные для Topway. Те логотипы, которые для прошлой магнитолы у нас были нормальные, горизонтальные логотипы, они у нас повернулись вот таким боком. Такую картину вы увидите, если вы скачали обычные горизонтальные логотипы, они все у вас будут перевернуты и установятся, соответственно, они тоже как перевернутые. Вот давайте настройки логотипа. Завершена настройка логотипа, перезагрузка. Вот такой вот у нас получился логотип.
Как я поступлю в данном случае? У меня на флешке есть и горизонтальные логотипы, и вертикальные. Магнитола читает их все. Чтоб она их местами не путала, мы сейчас зайдем в папку MyCar. Вот эту папку лого, которую мы с вами скачивали с перевернутыми логотипами, мы скопируем и вставим в память. Для чего это мы делаем? Эта процедура не обязательна. Если у вас на флешке будет только одна папка с этими логотипами, у вас ничего не перепутается. Мы это делаем для того, чтобы сейчас флешку достать, и она нам уже не мешала с нашими горизонтальными логотипами. Заходим теперь в настройки, заводские, заходим в настройки логотипа, и у нас тут остались только нормальные логотипы. То есть они уже перевернутые, магнитола их видит как обычные. Ищем наш логотип с кассетой, вот он. Тут они кажутся как будто такие сжатые, здесь тоже квадратик кажется маленький. Настройки логотипа. Обязательно на TopWay, если вы настроили логотип, зайдите еще раз, проверьте, что он у вас тут поменялся. Бывает, что с первого раза он не меняется и остается старый логотип. Сейчас, как видим, все хорошо. Можно перезапускать устройство, нажимаем ОК. Все, логотип поменялся. Для магнитолы TopWay не принципиально, в каком формате будет изображение, не принципиально, какое будет название файла. Важно, чтобы файлы были повернутые на 90 градусов и нужного разрешения. То есть, если тут у нас 1280, если у вас будет дисплей 2К, нужно разрешение 2000 на 1200. Если у вас 7-дюймовая магнитола TopWay, то там дисплей не перевернутый, там логотипы переворачивать не нужно. Так, здесь тоже все. Дальше у нас 10-дюймовая магнитола QF. Вот видим, у нас тут тоже стандартный логотип, стандартная анимация. И сейчас покажем, что делать с ней. Так, теперь для магнитолы QF мы используем точно такие же файлы, как и для магнитолы TopWay. То есть мы заходим в папку 910D, находим здесь папку лого, скачиваем ее. У магнитолы QF уже у нас появляются первые заморочки. Для того, чтобы поменять логотип, нам нужно создать новую папку. Папку назвать QF. В этой папке мы создаем еще одну папку, называем ее AUTO. Дальше в папку Auto мы нужный нам логотип, то есть заходим в папку лого, переходим в папку MyCar. Вот она у нас папка лого, и ищем наш логотип. Где он у нас? С кассетой. Вот он у нас. Берем, нажимаем его копировать. Заходим сюда. Заходим в QF, в авто и помещаем файл сюда. Все, тут у нас находится перевернутый файл вот такой вот под 90 градусов, но этого недостаточно. Название файла должно быть у нас просто лого. Если он будет называться как-то по-другому, магнитола прошивку не прочитает. Сейчас обращаю ваше внимание на то, что у нас для магнитолы QF используются точно такие же файлы, как и для TopWay. То есть вот из этой папки лого перевернутые. Но помимо всего этого, они у нас еще и должны быть сконвертированы в формат BMP. То есть .png и .jpg у нас не подойдет. Нужно обязательно их сконвертировать. Как вы будете конвертировать, особой разницы нет. Вот у нас есть сейчас лого PNG. Любым конвертером пользуйтесь, хоть онлайн конвертером, хоть офлайн конвертером. Это на самом деле не имеет значения. Главное, чтобы у вас был вот такой вот файл logo.bmp. И теперь уже с этой флешкой с подготовленной мы идем к магнитоле. Теперь вот с этой готовой флешкой уже приходим к магнитоле, вставляем ее и смотрим, что у нас дальше будет. Вот появилась надпись на короткое время, что магнитола будет перезагружена, и пошла перезагрузка. Если вы, вот логотип уже сразу поменялся у нас на этой магнитоле, если вы поставите не тот формат изображения, допустим JPG, у вас просто ничего не произойдет. Вы воткнете флешку и ничего не произойдет. Если вы поменяете хотя бы буковку, точку или строчку в названии файла, у вас не будет вот этой вот перезагрузки, у вас ничего не произойдет. И то есть просто будет воткнута флешка и все. Обязательным условием для магнитолы QF нужно, чтобы файл назывался
logo.bmp и был именно формата BMP. То есть если вы его не переименовали и не изменили формат, у вас ничего не получится. И теперь у нас на очереди магнитола на платформе Fit. Платформы Fit у нас вот такое вот меню. Таких магнитол у нас в стране тоже очень много. Это одна из самых сложных систем в плане того, что тут, чтобы поменять логотип, надо перепрошивать. Чтобы что-то там поменять, надо перепрошивать. Вообще часто надо перепрошивать, если вы что-то хотите менять. И тут для установки логотипа тоже есть свои требования. Сейчас на компьютере мы это покажем. Теперь у нас на очереди магнитола 10 дюймов Fit. Мы заходим в папку 910D, копируем вот это вот, скачиваем вот эту папку MyCar с таким же прям названием. Дальше переходим на нашу флешку. Вот здесь вот эта папка MyCar, она обязательно должна быть в корне флешки. То есть если она у меня сейчас находится здесь в папке лого, я ее обязательно должен вставить вот сюда. Обязательное условие для магнитолы Fit, чтобы у нее папка называлась MyCar и чтобы она находилась в корне флешки. Иначе магнитола ваши файлы не увидит. Так, вот теперь далее берем флешку, вставляем ее сюда, заходим в заводские настройки. Пароль вводим 3368 и ищем пункт логотип марки автомобиля. Здесь в логотипе марки автомобиля попадаем вот на такой экран. У нас тут всего лишь один логотип. Но есть стрелочки, мы можем повернуть сюда. И тут же у нас показываются условия, какой должен быть логотип. Здесь написано, что логотипы хранятся в папке MyCar, в папке корневого каталога диска U или SD карты. Диск U или SD карта — это съемные накопители. Разрешение файла не менее 1280 на 720. И вот у нас в папке MyCar находятся логотипы. Она их увидела. И сейчас мы можем их выбрать. Выбираем наш логотип, просто на него нажимаем, и он сразу же устанавливается. То есть здесь в чем у людей возникает проблема? Они вроде бы создают папку MyCar, помещают ее в корень флешки или в корень магнитолы, а папку все равно не видят. То есть сюда переходишь, а тут пусто. Очень важно, чтобы название папки было правильным и логотипы были не меньше 1280 на 720. Если у вас хотя бы одна сторона меньше, все, магнитола ваш логотип не увидит. Это два обязательных условия для установки на платформе Fit. И логотипы должны быть на флешке. Все, после того, как нажали установить, делаем перезагрузку. И вот он, наш логотип с кассетой уже установился. Вот это в принципе все. Основные настройки по всем основным магнитолам, которые есть у нас в стране, которые также у нас есть в магазине. Я вам показал и рассказал о всех нюансах. Рассказал, почему не получится на той магнитоле, почему не получится на другой магнитоле. То есть есть такие магнитолы, на которых нужно обязательно соблюдать все условия, иначе у вас логотип не установится. Платформы у этих магнитол разные, соответственно требования к установке логотипа у них разные. Где-то принимает только формат BMP, где-то принимает любой формат, где-то формат BMP не принимает. Но после того, как вы посмотрите эту инструкцию, вы справитесь с любой из этих магнитол и уже поймете, что у вас не получается. Самое главное, не торопитесь, делайте все по порядку, делайте все аккуратно, проверяйте название файлов, проверяйте, в правильном ли месте у вас находится папка, корректное ли у вас разрешение. У нас в облаке все файлы разбиты по папкам, там перепутать их в принципе сложно. Надеюсь, кому-то это видео будет полезным. Так что пользуйтесь на здоровье, скачивайте файлы. Ссылка на страницу с файлами будет под видео, там вы сможете найти все нужные папки. Пожалуйста, милости просим, приходите на сайт, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, ждите новых видео. Всем пока!